Всем здравствуйте! Вы на моем рукодельном канале, с вами Любовь. Хочу предложить вам универсальный способ борьбы с обрезками тканей. Я очень люблю тему безотходного производства, поэтому стараюсь использовать все лоскуты по максимуму. Сегодня в работе проект в технике плетенка. Подойдут абсолютно любые обрезки. У меня это небольшие детали и обрезки от мужских рубашек. Из них я буду собирать полосы, и для этого мне понадобится клеевой флизелин. В качестве основной ткани буду использовать плотную хлопчатобумажную блузку и остатки бязи. Подготовила полоски шириной 5 см и длиной 65 см. Краила их по долевой, чтобы не растягивались. Это будет основа для плетения. Полоски для поперечных рядов. Ширина у них такая же, длина 50 см. Как я собираю такие полосы, я уже показывала, повторять не буду. Если кому-то интересно, вверху оставлю ссылку, можно перейти и посмотреть. Этот рулончик я собирала в одном из видео. Собран он без основы. Часть я уже использовала. Зрители меня часто спрашивали, куда я деваю такие заготовки. Сегодня один из вариантов использования. Полоса подходит по цвету к моему проекту, и это значительно сократит время работы над изделием. Вырезала шаблон из плотного картона шириной 2 см. С его помощью буду обрабатывать подготовленные полоски. Шаблон кладу на изнаночную сторону, загибаю один край полосы и затем второй с небольшим нахлестом. Заутюживаю. Передвигаю шаблон и продолжаю так до конца полосы. Подготовила все полосочки. Длинных 22 штуки, 18 светлых и 6 темных, и 25 коротких. Полоса в рулоне шириной 7 см. Я не стала срезать лишние 2 см, а заутюжила их вовнутрь, чтобы получить одинаковую толщину готовой полоски. Помним, что сегодня я собирала полосы на флизелине, а здесь его нет. Для надежности соединила края полосок прерывистым зигзагом. Нитки подбирала в тон ткани. Полоски шила одну за другой, так работа продвигается быстрее и экономятся нитки. С верхней частью плетенки разобралась. Займусь подготовкой подложки. Из мелких обрезков, которые остались от полос, соберу пиццу. Основа для пиццы. Нижний слой хлопчатобумажная ткань. Сверху синтепон плотностью 100 грамм. Я часто работаю с пиццей, и на моем канале есть несколько видео, где я подробно показывала весь процесс сборки нескольких вариантов. Ссылку оставлю вверху. Переходите, смотрите, вдохновляйтесь. Сверху накрываю куском тюля и скалываю все слои вместе. Обычно я собираю пиццу, используя клей-карандаш. Сегодня собирала на синтепоне, без клея. Поэтому булавки ставлю почаще. Стараюсь закрепить сразу несколько кусочков. Подложка для плетенки готова. Стегала я обычными квадратами, без линейки. Снизу квадраты, сверху плетенка. Все по фэншую. Одну сторону заготовки подровняла. Начну собирать основу для плетенки. Длинные полоски кладу плотно друг к другу, выравнивая по срезу подложки. Полоски у меня двух цветов, и по краям я сделала контрастные вставки. Чтобы закрепить полоски с подложкой, использую зажимы. Если таких нет, можно взять портновские булавки или просто проложить наметку. Оставшиеся полоски разложу на заготовки и по краю закреплю строчкой. Основу для плетения подготовила. По краю проложила строчку на ширину лапки. Длина стежка 2 мм. Дальше буду работать с короткими полосками. Полоски беру через одну и отгибаю их. Можно начинать с первой или со второй полоски, разницы никакой нет. Кладу полоску поперек и возвращаю полоски на место. Края фиксирую зажимами. В следующем ряду отгибаю полоски со смещением. Те полоски, которые отгибала в предыдущем ряду, теперь остаются внизу. Кладу следующую полоску поперек и возвращаю полоски на место. За счет того, что полоски у меня одинакового размера, работать легко, и плетение получается красивым и аккуратным.
Я потратила больше времени на подготовку, но я об этом не жалею. Результат, как говорится, налицо, и я им довольна. Ткань для плетения нужно брать поплотнее, чтобы она держала форму. Если использовать рубашечную, как у меня, ее нужно проклеивать флизелином, чтобы при плетении полоски не теряли форму. Толщина полосок тоже должна быть одинаковая, тогда плетение будет равномерным. По мере продвижения плетения периодически поправляю и подтягиваю продольные полоски. Сильно тянуть не нужно, иначе деформируется полотно. При сборке полотна поняла, что боковые срезы на подложке тоже стоило подровнять. Неудобно ставить зажимы, мешает выступающая ткань. Что касается длины полосок, нужно брать с небольшим запасом. При плетении нужна прибавка на огибание полосы. Проложила последний ряд. Проверю еще раз все полотно, где нужно подтяну полосочки. Затем делаю замеры по длине и ширине, проверяю, чтобы размеры были одинаковы. Длина у меня 61 см, ширина 48 см. Последнюю полоску зафиксирую булавками. Проложу строчку. Строчку проложила у самого края полоски. Срезаю лишнее, оставляя припуск 0,6 см. Такой же с другой стороны я делала при начале сборки. Осталось закрепить полоски по боковым срезам. Для обработки срезов оставила полоски из основной ткани. Это прямые полоски, скроенные по долевой. Соединяла я их под углом, чтобы при обработке швы не совпадали. Обтачку пришила с изнаночной стороны. На углах заложила складки под 90 градусов. Соединила края бейки. Лишнее срежу и закрою оставшийся шов. Срезы обогнула обтачкой и закрепила с лицевой стороны обычной прямой строчкой. Длину стежка сделала побольше. Использовала двойную нить, чтобы выделить отделочную строчку. С обратной стороны тоже все аккуратно. Нижнюю сторону коврика сделала похожего цвета, чтобы стирать в машине и не бояться, что полиняет. На этом коврике я буду сушить посуду. Кухня у меня в серо-голубых тонах, под нее подбирала цвета ткани на плетенку. Закончен еще один проект. Работать в этой технике мне понравилось. Я утилизировала обрезки тканей, и коврик у меня получился пестрый. Определенного рисунка нет. При желании можно подобрать нужные цвета. Работать в этой технике я еще буду однозначно. Обрезков скопилось много. Буду утилизировать, пока есть время и возможность. Можно сделать комплект для кухни в такой технике и подарить подруге на 8 марта. Жду ваши комментарии. Я их все вижу, читаю и по возможности отвечаю. А я на этом с вами прощаюсь. До встречи в новых видео.